Здравствуйте! Мы сегодня рассмотрим, наверное, одну из самых безопасных, самых практичных, самых комфортабельных и самых красивых яхт Garcia 52. Эта яхта не является премьерой, но уже который год она вызывает огромный интерес. Эти лодки полукастомные, поэтому каждая из них не похожа на предыдущую. И эта лодка создана по вдохновению великого яхтсмена, что является совсем уникальным случаем. Вы на канале Интерпарус, и с вами Саша Горан. Ну и пока не началась выставка, пока у нас есть время, пока еще вот здесь все убирают, мы можем посмотреть эту лодку вот для настоящих круизеров. Пойдемте. Обзор начинаем с кормы, с самого транса. У нас здесь достаточно удобная купальная платформа. Здесь легко можно загружать вещи на тузик, самому как бы садиться. В самом трансе мы видим поручни. Дайверы это оценят. Вот поручни прямо вваренные в корпус. Далее тут идет суппорт для гидрогенератора. Если вам надо дополнительное электричество, оно здесь нужно. Увидим потом почему. Вы здесь можете вставить гидрогенератор. Уже идет прединсталляция с верфи. Купальный трапик прямо монтирован в корпус, прямо в транец. И достаточно хорошего качества. И еще один поручень. То есть с этим здесь все хорошо. Это оценят особенно дайверы. И здесь мы имеем мокрые рундуки. Вот такого плана. Каждое пространство у Allure Garcia, у этой верфи, каждое пространство используется. Это стоит денег, но верфь на это идет. В борту мы видим вот такой рундучок. Тут же мы можем оценить качество корпуса. Дальше оцените полуклюз. Он с роликами. Во-первых, его размер внушает доверие. Во-вторых, ролики, которые позволяют легко ходить, веревки в нем. И две утки. Одна внутри у нас и одна, вот смотрите, швартовая утка такого внушающего размера. Все сделано очень-очень добротно. И здесь у нас доступ к рулевому комплексу. Посмотрите, рассчитано на прямое попадание снаряда просто. И еще у нас здесь имеются дополнительные устройства. Дайвер-компрессор Bauer, я вижу немецкий. Здесь каждый руль имеет свой отдельный привод. И если, не дай бог, вы повредили одно рулевое перо, то вы снимаете штангу и еще можете управлять вторым пером руля. Это очень интересно, очень важная такая система. Как я говорил, перья рулей, они независимые у нас. То есть они могут работать поодиночке, если что-то сломалось в одном из них. Очень интересные решения здесь верфью применены. Это традиционный скех. Скех защищает от бревен, от льда, которое может повредить перо руля. То есть что-то вот такое плоское, оно может задержаться здесь, либо отвести в сторону. Вот. Но если все-таки что-то было более массивное, как контейнер, допустим, либо скала,
и у вас перо руля подломилось, не дай бог, конечно, то здесь верфь тоже подумала, что можно сделать. И предложила вот такой вариант. То есть, если мы постучим, здесь разный материал. То есть, вот эта часть, вот эта косынка сделана из пенопласта. В итоге, если все-таки произошел удар, надломилось перо руля, оно не пробьет ваш корпус, оно не заблокируется корпусом, а будет продолжать работать. Очень как бы простое решение, но в то же время очень нужное. Дальше смотрим на днище. У нас здесь прямовальная линия и скех, который защищает винт. Тоже все как бы в угоду безопасности. Винт может быть такой, может быть другого типа, какой вы пожелаете, либо вам могут рекомендовать. И в этом скеге размещен швертовый колодец, где прячется наш шверт. И в итоге ваша осадка составляет 1 метр 27 сантиметров, метр 27, как у катамарана, с поднятым швертом. То есть вы можете заходить в мелкие бухты, у вас расширяется возможность для стоянки в маринах и так далее, и так далее. Вот. И с опущенным швертом осадка будет 2 метра 90. Это как бы достаточная плоскость, чтобы обеспечить вашей яхте курсовую устойчивость под парусами. Здесь приведен весь модельный ряд верфи Allures Garcia, начиная от 41-футовой модели, катамаран Allures присутствует, и заканчивая Garcia Exploration 60, это 60-футовый Explorer, и также вот Garcia катамаран Эксплокат 52 также присутствует. И мы являемся официальными представителями Allures и Garcia, поэтому обращайтесь. На носу мы видим вот такую пластину, вот с таким рымом. Эта пластина предназначена для разбивания льда, если у вас лодка для высоких широт. Далее у нас стоит мощная подрулька Side Power. Здесь две подрульки. В корме расположена секторная подрулька, а здесь вот такая туннельная подрулька. Верфь считает ее более надежной. И обратите внимание на бушприт. Он вварен в корпус. В нем расположен роульс на 2 якоря. Все сделано, ну, очень мощно, очень надежно. Мне это нравится. Обратите внимание на иллюминаторы, они втоплены. Опять же, это более дорогое решение, но оно позволяет вам не беспокоиться за ваши кранцы. То есть кранцы вы можете развешивать в любом месте. И иллюминаторы не пострадают. Выше них мы наблюдаем привальный брус. Это опция, то есть вы можете заказывать, можете не заказывать. Привальный брус защищает ваш корпус, если вы подходите к высокому пирсу. И если кранцы не справляются с работой, то есть он берет на себя нагрузку и как бы ваш корпус не царапается. Надо сказать, что эти лодки уже принадлежат владельцам. То есть мы рассматриваем яхту, которая уже имеет владельца, который ее сам скомпоновал, и по его пожеланиям лодка оборудована так, как он хочет. Вот. И смотрите, здесь мы имеем 2 сокета подключения к береговому питанию. Зачем это нужно? В небольших маринах, когда у вас есть ограничения по амперажу, по силе тока, вы можете подключиться к 2 колонкам. Оцените размерчик рундука под спас-плот. Такой достаточно объемистый. Но я думаю, что кроме спас-плота тут еще чего-то можно типа кранцев сложить. И тут мы имеем рундук для газовых баллонов. Тут войдет 2 хороших газовых баллона. Так что все в этой лодке продумано. Каждое пространство имеет свое назначение. По левому борту мы имеем транец для подвесного мотора. Очень удобно его сюда вешать. Опять же, клиент, видимо, под свой подвесник уже подобрал под размер своего подвесника. И то же самое. Здесь рундучок
И в палубе тоже рундук. Забыл сказать, что здесь у нас спрятался душик, палубный душ. И вот такая интересная штучка. Очень рекомендую заказывать. Штуцер подключения береговой воды. То есть в марине вы подключаете в этот штуцер воду, и она идет мимо вашей помпы, мимо ваших танков. То есть у вас ничего не жужжит, не вырабатывается помпа, и вы пользуетесь давлением городской сети, то есть из марины. Очень хорошая штучка, стоит что-то 350 евро. Считаю, очень оправданная инвестиция. И вот знаменитая алюминиевая арка. Она многофункциональная, в ней очень много назначений. Главное ее назначение – это подъем тузика, то есть тузик на ней крепится достаточно высоко. И также здесь мы разместили 4 солнечных панели, также прединсталляция под ветрогенератор и прединсталляция для спутниковой коммуникации. С обзором нашего транса мы закончили. Переходим в кокпит. В этой банке спрятан вот такой маленький рундучок. Давайте посмотрим. О, кстати, смотрите, как толково решен вопрос с душем. Он скручивается в бобину. Очень толково. Все, кто иногда его вставляли, запихивали обратно, меня поймут. Мелочь, а приятно. Same, but different. Каждый пост имеет вот такой рейлинг. Он вварен прямо в корпус. Оцените размер и качество этих просто великолепных лебедок. Андерсен, это, их можно просто дарить людям на полку, чтобы они украшали интерьер. Это великолепие. Но на самом деле очень качественные, очень дорогие лебедки. Вот эта часть, которая выглядит как пластиковая, на самом деле она из алюминия. То есть вы можете посмотреть качество обработки и покраски на каком это уровне, что оно от пластика не отличается. Это все алюминий. Здесь у нас россыпь приборов, BNG управление автопилотом, мне это очень нравится. Также дистанционный пульт. Карплотер находится чуть дальше, я вам покажу, но им можно управлять прямо отсюда. Это так, с хорошим зрением, я так понимаю. Здесь у нас пульт управления двигателем и 2 подрульки. Вот смотрите, 2 подрульки Side Power тут стоит, и мы можем делать так, можем делать боком ходить, а можем вот так вот сделать. То есть играться как хотите с вот этой 20-тонной лодкой. Сюда выходит проводка стакселей. Здесь 2 стакселя. Поэтому вот она здесь. Сюда веревочки ныряют и проходят вдоль борта. Все достаточно толково организовано. Здесь у нас лебедка поменьше, 52 размера, но тоже из Швеции от фирмы Андерсен. Хочу вам показать вот такую мелочь. Мелочь, а приятно, да, фирмы Антал. Вот этот блочок нам позволяет в случае, если у нас занята эта лебедка, а нам нужно работать с каким-то концом, она позволяет через этот блок завести конец сюда. Все кроется в мелочах. То есть, кроме того, что лодка имеет великолепный алюминиевый корпус, хорошо и грамотно спроектирована именно яхтсменами, с учетом пожеланий яхтсменов, но на мелочах здесь не сэкономлено. То есть нету вычурности какой-то, но есть добротность, красиво, все сделано с хорошим дизайном. Очень приятная лодка. И проходим дальше. Здесь на Коменсе у нас все нормально со стопорами. Можете оценить. То есть с каждого борта мы имеем 2 тройных стопора и 1 двойной. Вот такое пианино у нас. 2 компаса Plastimo Contes 130 и везде маленькие дисплейчики. То есть вы везде будете информированы о том, что происходит с лодкой. Вот и с этой, и с той стороны это у нас присутствует. Картплотер, как я вам и говорил, он спрятался вот здесь. Зачем это сделано? Что чаще всего вы идете под автопилотом, и находясь в кокпите, вы всегда контролируете ситуацию.
Вот это единственная пластиковая часть на лодке. Она сделана так, чтобы быть более изящнее. Это придает как бы такую стремительность лодки, добавляет изящества в конструкцию. Спрей-худ организован частью пластиковой крыши, и в нем мы имеем два откидных лючка для вентиляции, огромное количество вот всяческих ручек, за что можно держаться здесь. Вот. И здесь интересно решено тентирование. То есть вот здесь его можно закрыть. То есть если вы куда-то идете в холодную пору года, либо во льды, собственно говоря, вы можете вот здесь затентироваться. Можно 2 части, можно 3 части тентов. И сидеть здесь, наблюдать карплотер, просматривать ситуацию на море, пить горячий грог. Не ром, грог. Но в то же время вы можете заказать классический тент Bimini, можно с зимними боковыми частями. Тут верфь выполнит все ваши пожелания, вот в этих мелочах проблем нет. Вы можете тут руководить своими пожеланиями. И если вы здесь зачехлились, то вам здесь будет тепло, потому что вот владелец этой лодки попросил подвести сюда отопление, то есть воздушное отопление будет здесь прогревать эту часть. Очень-очень интересно, такое не на каждой лодке увидишь. Далее, давайте оценим наш просто великолепнейший стол. Все говорят тиковое дерево, но тиковое дерево бывает разного качества. Если вы посмотрите на этот столик, ну, им невозможно не восхититься. Его можно просто любоваться и получать эстетическое наслаждение. Толщина, держатели, подстаканнички, все здесь сделано с умом, красиво и достаточно дорого. И очень удобная система его опускания. Вот так. Очень нужная вещь. Сейчас, да, закрыта эта часть, но здесь у нас есть люк, доступ в техническую каюту вниз. То есть вплоть до того, что вы тяжелые вещи, типа вот сложенный велосипед, можете опустить сюда, и все аккуратненько туда опустится. И левый борт, то есть комикс на левом борту идентичен правому, все то же самое. То есть здесь мы имеем, подведем итог, огромное количество стопоров, то есть проблем не будет. 6 лебедок Андерсен радуют, злят и помогают управляться с парусами. Вот. И забыл упомянуть про ступенечку. Вот такого размера очень удобная ступенька у вас. То есть, если вы идете под креном, просто это очень-очень удобно. Вы упираетесь и чувствуете себя морским волком. Также с рулевого поста просто великолепный обзор. Вы контролируете всю лодку, видите направление, контролируете паруса. То есть лодка, на которой вы идете к своей мечте и к новым эмоциям. Original route through the Northwest Passage and beyond, or with my friend Jean-Luc Carpenter. Так что все начинается вот здесь, когда вы берете вот этот великолепный штурвал с натуральной кожи в морском исполнении, и вы чувствуете себя в жизни более увереннее. Перед входом в кокпит, вот в этой части, у нас здесь управление автопилотом, еще один монитор,
BNG. Верфь ставит BNG, но по вашему желанию может быть Remarin, Furuna, Garmin, все, что хотите. И пульт управления освещением и зарядная станция для ваших гаджетов. Все можно здесь сложить. Вот здесь, смотрите, такие бортики, чтобы ваши гаджеты и книжки о прекрасном не падали. Сразу же бросаются в глаза вот такие леера. Добротные, из хорошей, толстой, качественной нержавейки. Здесь у нас есть бортовые калитки, они идут уже в базе, то есть их не надо отдельно заказывать. И обратите внимание на эту грядку рейлингов, да, у вас всегда есть за что схватиться, к чему пристегнуться. Обратите внимание на эту чудесную ступенечку из натурального тика. Верфь продумала практически все. Да, и учтите, у нас только один шанс снять для вас этот ролик перед началом выставки. И пылесосы на каждом стенде просто устраивают реактивный рев. Если проблемы со звуком, приношу искренние извинения. Мы стараемся. Правильная и корректная вентиляция. Смотрите, какие воздухозаборники стоят у нас здесь. Они хорошо работают, и они сделаны из ПВХ. То есть вы их не собьете ногой. Ну, очень продумано. И сверху нержавеющая защита, тоже такого нормального размера. Опять же, только вот эта часть пластиковая, и это правильно, то есть она добавляет лодке гармоничности, изящества. И очень хороша нескользящая защита. Это покрытие сверху, и оно действительно очень хорошо работает. Также посмотрите на длину погона стаксельшкота. Он нам сразу четко заявляет, это парусная яхта, а не мотосейлер. То есть она предназначена для уверенного охождения под парусом. На самом краю борта, посмотрите, двойные утки. То есть мы имеем пару уток с каждого борта на мидоле, на корме и на носу. На носу вы их увидите. Оцените их размер и как они вварены в корпус. Отличный фальшборд. Всегда можно что-то довесить. Он уже идет с перфорацией. Мы не можем пройти мимо такого балкончика, да, из 25-миллиметровой трубы нержавеющей. Ну, просто великолепие. При моих 90 килограммах он даже не пошевелился. Дополнительные скобы, дополнительные рымчики вваренные. Можно здесь развесить веревки. Можно пристегнуться очень удобно и легко. Мы выходим на баковую часть, и вы должны обратить внимание, что вся лодка, все шкафуты, проходы покрыты флекситиком. То есть верфь уже давно не получала заказов на натуральный тик. Как бы люди, которые ходят часто, уже отходят от натурального тика. Вот, это хорошее, дорогое покрытие. Оно придает лодке красоту, удлиняет ее, и в то же время оно функциональное, то есть оно хорошо служит. Далее, на что здесь я хочу обратить ваше внимание, так это вот на якорную лебедку, на брашпиль, да. Он у нас находится ближе к мачте, потому что, как я и говорил, все тяжелое оборудование сведено к центру, к мидолю яхты. И в том числе вот якорная цепь, потому что на таких лодках берут цепь толстую, с запасом, порядка 100 метров. Она весит, соответственно, очень тяжело. Вот, поэтому эта якорная цепь подведена к мачте. И у нас здесь есть канал, проходит под палубой, который идет к роульсу, к носу лодки. Тут есть отдельная лебедка для мурингов. То есть ваш матрос, а если это ваша супруга, она это оценит, что не придется ей вручную вытягивать эти муринги. У вас есть кнопочка, вы ножкой нажимаете, и ваш муринг отлично подтягивается. Посмотрите на эти утки, да, это просто великолепие какое-то. 4 хороших, мощных, больших утки, вваренные в корпус. Ну, от этого веет просто надежностью. Бушприт мы уже видели снизу, насколько он мощный, он вварен в корпус. В нем роульс на 2 якоря. 2. Рым для крепления
генакеров, симметричных спинакеров, кода Zero. Далее у нас еще здесь есть крепеж для установки бэби-штага, то есть второго стакселя. На этой лодке будет установлено 2 стакселя. Теперь давайте заглянем в Ford Peak. Здесь тоже очень много интересного. Здесь в Ford Peak мы можем оценить качество сборки корпуса, потому что эта часть не заизолирована. Хотя, если хотите, ее тоже могут заизолировать, никаких проблем. Вы видите качество сварки, насколько корпус добротный. И удивляет сам размер, то есть размер порядка 2 метров 20 сантиметров. Здесь установлен кронштейн для подвесного мотора. Тут можно установить дополнительные полки, держатели и складывать все, паруса, кранцы, всю нетяжелую утварь можно размещать здесь. И вот знаменитые двери. То есть здесь нету брандер-щита, а вот стоят такие двери. Да, вы можете оценить, насколько они добротно сделаны. Вы их уже, наверное, видели на других каналах. Здесь двойные стеклопакеты стоят, и это водоупорные двери. То есть, ну, как бы они выдерживают и волну, и оверкиль. Вот таким вот образом они у нас закрываются. Ух, как на подводной лодке. И пройдем в салон, посмотрим, что нас там ждет интересного. На входе мы встречаем огромное количество хендрейлов, то есть ручек, да. Вот оцените, 1, 2, 3. Вот это добротнейшая ручка, наверное, ее диаметр около 50. Это все впечатляет. Вот здесь у нас ручки, то есть все очень надежное, все это как бы связано с безопасностью. Также посмотрите на такую батарею отопления. То есть здесь применено 2 системы отопления. И эти системы независимые, да, жидкостная и воздушная. То есть у вас есть выбаста, такой воздуханчик, и разбросанные такие вот жидкостные, как у вас в доме, батареи отопления. Ну, вот такая обеденная зона. Ее главное достоинство то, что вы видите море. То есть не каждая лодка вам это позволит. А эта лодка у нас Deck Salon или Pilot House. Вот, то есть ее кто как называет. Стол у нас имеет вот такую подъемную часть, а также он может опуститься, и здесь будет огромное спальное место, либо просто валятельное. Когда вы находитесь здесь, либо за штурманским столом, у вас обзор 270 градусов, вы наблюдаете огромную панораму, то есть вы либо любуетесь, либо контролируете ситуацию. Опять же, это безопасность. Ну, очень мало лодок представляют такое. Лодки Алюрес и Гарсия, как вы видели в наших видео, читали на нашем сайте, они знамениты своими техническими каютами. Это очень многим нравится, потому что на однокорпуснике нету нормальных мест для хранения провизии, каких-то запасов и так далее, и так далее. Так вот, эта лодка не исключение. И давайте с вами пройдем и оценим, насколько хороша здесь техническая каюта. Она находится по правому борту, и она немножко заходит под обеденную зону. То есть размер этой лодки позволяет вот так ее разместить. Идем. Здесь мы имеем уже знаменитый вот такой storage, да, то есть с упорами. И у нас здесь огромное количество шкафчиков. Вот владелец захотел в таком виде, в таком размере это заказать. И стиральная машина с сушилкой на 7 килограмм. И тут у нас хороший большой вход для инспекции электрических систем. То есть тут можно добавить еще полок, крючочков, вешалок. И тут размещать все, что вы хотите. Здесь у нас вот такое интересное решение для гладильной доски. Ну, может быть, я сделаю ее побольше все-таки. Вот. И внизу вот здесь притаился
пульт управления опреснителем. Опреснитель на 220 литров в час, то есть вы всегда будете с хорошей питьевой водичкой. По правому борту мы имеем классическую каюту. Вот, но что в ней может вас восхитить, так это размер кровати. 1,70 м на 2,10 м. Это огромный размер, очень удобная. И высота каюты, посмотрите, вот я опускаюсь, и тут огромное пространство вокруг. Вот. И на левом борту у нас есть такая вот полутехническая каюта. То есть эту лодку клиент заказывал в двухкаютном исполнении. И это вот, скажем, такая просто дополнительная каюта для нежданных гостей. То есть 2 каюты ему для его семьи предостаточно. То есть она используется как сторож, как рундук, как техническая каюта. Но в то же время вы здесь можете разместить 2 отдельных места. Вот. Давайте посмотрим. Здесь есть вот такой стол, с которого снимается столешница, и у вас получается здесь спальное место. Вот. Ну, если нужно, вы можете это полностью все закрыть. В то же время огромное количество хранилищ здесь. И с этой стороны есть откидная кровать. У нас нету, к сожалению, сейчас ключа, мы не можем ее открыть. И вот тут сделан люк для опускания велосипедов. То есть здесь он планирует также через люк, через этот лючок загружать электровелосипеды складные. И здесь водоупорная дверь, вот такая, для инспекции, для обслуживания рулевого комплекса. Давайте пройдем на камбуз, по дороге заглянем в санузел кормовой. Тоже он хорошо и качественно сделан. Вот что здесь мне нравится, так это сушилка для одежды. Там внизу подведен диффузор отопителя. И здесь вот плечики, вы ее также можете закрыть. И ваша одежда очень быстро и хорошо просохнет. Интересно то, что здесь владелец заказал электротуалет, а у себя в каюте ручной. Ну, хозяин-барин. Ну и теперь на камбуз. Он у нас вот здесь уже сразу начинается. И зацените его размер. Вот, и он у нас с 2 сторон. Мне очень нравится, что здесь вот сделан такого размера проход. Вы всегда можете упереться, если вас качает плита. Она уже на кардане. И что мне не понравилось, это вот эти ручки. Но это вот выбрал сам владелец. Так, как бы тут можно оставить ногти. Все сделано из искусственного камня. Такого солидного, достаточно качественного. Размер очень хорош камбуза. Здесь есть дополнительный холодильник. Стандартный вот тут притаился холодильник. И у нас тут все очень толково организовано. Вот. Сейчас покажу. Вот смотрите здесь. Здесь для ложек-вилок. Тут можно поставить организаторы для тарелок. Здесь вот тиковые ограничители стоят. Все очень отлично и качественно сделано. Впечатляет. Холодильничек, смотрите, на 120 литров с нержавеющими внутренностями. Нижняя часть может работать либо морозилкой, либо холодилкой. Все по вашему желанию. Яхту называют дек-салон, но походу это Pilot House, потому что вы можете управлять отсюда, вы видите полный обзор. То есть, ну, я бы назвал как бы тип этой яхты Pilot House. И здесь у нас большой 19-дюймовый карплотер B&G.
управление автопилотом, радиостанция и управление двигателем. Вот так он управляется отсюда. То есть вы отсюда можете управлять и пером руля через автопилот, да, вот так вот подруливая, и в то же время управлять оборотами двигателя. Вот. И хороший добротный штурманский стол. Как бы сидите, смотрите вперед. Если там айсберг, быстренько подрулили. Классно. И опять же, чтобы вам было тепленько, здесь радиатор отопления. Ну, опять же, какого размера, посмотрите. Ну, вам точно ножки не замерзнут у сурового арктического шкипера. И пиллерс, оббитый натуральной шкуркой, натуральной кожей. Он даже мягенький, ух ты, ничего себе. Класс, класс. Вот, сзади у нас притаился Fusion. Не люблю Fusion, бестолковая система, но как бы она типа водозащищенная. Я бы поставил, наверное, что-нибудь поприличней. Здесь у нас тут зарядная станция, класс. Тут можно натыкать всех своих гаджетов. Вот смотрите, такие у нас тут замки стоят мощные, да. И вот посмотрите сюда, вот сейчас мы вам покажем, здесь стоят двойные стеклопакеты. Это сильная штука. Сверху над камбузом хорошо разнесенные стоят колонки фокал, то есть акустика очень приличная. Ну, головку тоже нужно добавить прилично. Эта верфь может выполнить любые пожелания заказчика. Но то, что я обнаружил здесь, меня как бы повергло в легкий шок. Я поднял пайолу и хотел показать двигатель, и его не обнаружил. Здесь стоит электрический двигатель Ocean Volt. Конечно, как для экспедиционной яхты такое вот спорное решение. Я не знаю, готов был бы ли я поставить на лодку электродвигатель на данном этапе развития технологий, но два генератора, 22 литий-ионные батареи и электродвигатель Ocean Volt. Это показывает только то, что верфь может выполнить любые ваши пожелания. Подъемный шверт, фиксированный киль, что хотите, верфь это сделает. Так, у нас расположилась хозяйская каюта, мастер-каюта. Мы здесь наблюдаем, опять же, такие мощные батареи, все как дома. И в то же время диффузоры воздушной системы отопления. Что мы можем сказать? Удобный подход к кровати. Кровать имеет длину 2 метра 5 сантиметров. И мы очень удобненько можем заходить сюда, то есть не мешая друг другу отдыхать, спать. В изголовьях удобные шкафчики, зарядки, светильнички для чтения. Ну, все продуманное. Двойные стекла, учтите. Вот. И огромное количество шкафов. Верфь использует любые места, любые возможности, чтобы разместить какие-то емкости для хранения. Огромные выдвижные рундуки с мягкими доводчиками. Мне нравятся вот эти ручки, они не квадратные. Здесь у нас, ну, скажем так, женская часть. Почему? Потому что тут у нас есть зеркало. Ну, я думаю, что это такой будуарчик женский. Носик припудрить, губки накрасить. Удобные емкости. Это такая штучка, которая фиксирует шкафчики, если там что-то тяжелое лежит. Управление кондиционированием системой и зарядка. И мы видим практически везде рейлинги добротного качества, из хорошей нержавейки. Их можно обработать кожей, если хотите. Все по вашему желанию. Такое количество рейлингов — это вопрос все-таки безопасности и травма безопасности. Оценим давайте наш санузел. Здесь два санузла, как вы видели на этой лодке. Вот второй санузел расположен здесь. Санузел небольшой, но очень грамотно спроектированный. Высота нормальная, мой рост 1,80 м. Подо мной еще есть как бы место. Имеем здесь
умывальник из настоящей керамики. Столешница сделана из искусственного камня. Как бы не сэкономила верх на этом. И посмотрите, душевая кабинка. Хорошая, дорогая сетка тиковая на полу. И вот здесь такое решение. То есть, если вас качают, вы можете присесть на такую баночку с, опять же, натурального тика. Вот, женщины здесь могут свои какие-то женские дела сделать. И полочка с держателями под гели, шампуни, ну, также приятно радует глаз. Опять же, рейлинги, везде рейлинги. И здесь у нас дверца, которая полностью вас здесь закрывает. Что ж, вы посмотрели яхту, которая впечатляет многих, кто уже ходит в море, многих людей, которые мечтают о море. Эта яхта воплощена от идеи до металла моряками для моряков. Здесь продумано все. Качество, я надеюсь, вы увидели. Если вы хотите попробовать эту лодку в море, выйти на тест, обращайтесь, я помогу вам. И встретимся в море. Пока!